Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео я бы хотел поговорить о том, как сами люди создают религию и как сами люди являются двигателем, так скажем, религиозной тенденции. На самом деле, любую религию создают сами люди, потому что религиозное проявление, как массовая тенденция, создается, соответственно, самими массами, то есть человеческим большинством. Вообще, я имею необходимость говорить о религии в данном видео именно с точки зрения склонности человека верить, а не опираться на знания. Вообще вера не имеет ничего общего с мышлением, потому что в основе психологической причины веры всегда лежит машинальная ссылка на некоего авторитета. Допустим, раньше этими авторитетами являлись вожди племен, потому что им приписывались некие сверхспособности, при помощи которых с точки зрения верующих в этих вождей, они могли бы влиять на погоду во время неурожаев. В наш же век компьютеров, помещающихся на ладони, принципиально ничего не изменилось. Люди, пользующиеся смартфонами, продолжают ссылаться на своих вождей и существ, сидящих на облаках. На самом деле, религия как социальный феномен — это даже не персонификация некого существа, которому приписываются сверхспособности, а это проявление конформистской сути человека. Конформистской не в идеологическом смысле, а в плане обусловленности человека своей биологической природой, которая проявляется, допустим, в том же самом его страхе, либо же в половом инстинкте. Человек, который объясняет те или иные социальные явления с точки зрения магических, ложных причин их возникновения, обречен на то, чтобы неявно для самого себя становиться элементом общественной религии. Религии как общественной тенденции. Религия избавляет человека от необходимости думать, давая ему идею о некоем первоисточнике, который якобы стал первопричиной всего, что только есть. И такая идея на самом деле означает формирование у человека, в свою очередь, идеи об авторитаризме по отношению к себе со стороны этого первоисточника. И такой человек полностью полагается на него как на некий абсолют, который всем заведует и все контролирует. Хотя идея о первоисточнике на первый взгляд может показаться объясняющей все, но на самом деле она не объясняет ничего, кроме того, что кто-то не против использовать невежество людей в своих корыстных, сугубо прагматических целях. И человек со смартфоном в руках — это все тот же самый человек, который раньше думал, что засуха и неурожай, ставший ее следствием, является результатом гнева некоего бога. То есть подобные авторитарные идеи всегда апеллируют к таким чувствам, как страх и чувство вины. И человек еще не успел родиться, а его уже, метафорически выражаясь, связывают по рукам и ногам, накладывая на него ограничения в познании. Ему говорят не о возможности через свое мышление разобраться в первопричинах тех или иных социальных явлений, а о том, что кто-то очень умный, всемогущий и авторитетный все заранее за них решил. И поэтому думать нужно только так, как думает большинство, то есть принять установленную догму как некую конечную истину, за пределы которой выходить нельзя. И на самом деле программирование человека начинается с детского возраста его же родителями, которые пользуются интеллектуальной и физической беззащитностью своего ребенка.
Они машинально форматируют его под свои идейные стандарты, которые на самом деле вызваны не неким интеллектуальным обоснованием, а машинальными ограничениями, обусловленными собственным страхом показаться не такими, как все. И тем самым новый человек через чувство вины и страх встраивается в общественную религиозную систему. Он мыслит в заведомо отведенных ему рамках, в том смысле, что если даже он выражает свое несогласие, то понятия, которыми он оперирует, даны ему той же самой общественной системой. И поэтому он никогда не выходит за эти заведомо отведенные ему идеологические рамки. И чувство вины и страх, активируемые у него общественной системой, не позволяют ему чувствовать свои собственные потребности и действовать сообразно им. Это все равно, как если бы все носили бы одну и ту же обувь, одного и того же размера, одной и той же формы. Но дело в том, что у каждого человека свой размер стопы, ее ширина и форма. И посредством активируемых чувства вины и страха человек начинает удовлетворять потребности других людей, подражая им, будь то его родители, либо же какие-нибудь другие люди, составляющие его окружение. Люди — это массовый фактор, формирующий религиозную тенденцию. На самом деле люди — это массовый фактор, формирующий религиозную тенденцию. И массовый фактор — это не столько следствие идеологической эффективности религии, сколько оправдание для человека своей животной природы, потому что религия избавляет человека от необходимости контролировать свою животную природу просто потому, что он может оправдать ее религией. И на самом деле религия как идеологический инструмент не побуждает человека действовать определенным образом, потому что она просто позволяет оправдывать свою животную природу некими религиозными воззрениями. Хотя религиозный обыватель в качестве внешнего усиления значимости религии для него в глазах других людей может демонстрировать знание неких религиозных обрядов. Теоретическая часть религии для него на самом деле не имеет никакого отношения к самой психологической сути и искренней религиозности человека, потому что искренняя религиозность — это оправдание своей животной природы. На самом деле религиозный человек не обременен никакими рамками в своем поведении, потому что он списывает его на свою приверженность религиозной идеологии. То наказывает за инакомыслие. На самом деле за инакомыслие наказывает не некая общественная система, за инакомыслие наказывает толпа, потому что толпа изначально принимает любую идеологию, которая позволяет ее представителям сослаться в оценке любого общественного явления на то, что они являются частью чего-то очень большого и сильного, того, что они называют некой страной, поэтому толпа всегда будет инстинктивно отторгать мыслящих людей. Сила массовости толпы всегда будет сметать зачатки здравомыслия, потому что толпа руководствуется инстинктами, и она всегда безапелляционно примет любую идеологему, которая активирует в ней эти инстинкты. И идеалы толпы — это даже не отнесение себя к какому-либо племени, а машинальная ссылка на свою принадлежность к определенному племени как повод для проявления своей животной сущности. Идеалы толпы и невозможность улучшить общество. На самом деле ни одно общество невозможно улучшить при помощи внешней, пусть даже самой конструктивной идеи, потому что образ жизни обывателя — это и есть то, что предполагает или не предполагает принципиальное изменение жизни всего общества. Какие бы идеи ни предлагались извне, жизнь общества всегда будет задавать его большинство. В том смысле, что оно будет задавать основную тенденцию общественной жизни.
жизни, потому что так или иначе поведение большинства обусловлено его животной сущностью. И любая идеология и религия, как ее идеологический инструмент, создаются не под улучшение человека, а для активации в нем всего самого низменного животного. Поведение большинства-то не про принципиальное изменение качества жизни общества. Поведение большинства всегда про нечто усредненное, что просто существует в виде некой исторической статистики. Поведение большинства — это не то, что можно каким-либо образом изменить в лучшую сторону. Поведение большинства — это следствие его идеологического оплодотворения в соответствии с превалирующими в нем инстинктами. И этим оплодотворением занимаются люди, которые могут возомнить себя великими мыслителями только в силу того возможного факта, что они могут якобы управлять толпой. Хотя для того, чтобы управлять толпой, не нужен вообще никакой интеллект. Достаточно быть просто представителем той же самой толпы, а телевидение и прочие средства массовой информации уже сделают свое дело, создав тот или иной образ авторитета из любого, даже самого интеллектуально отсталого человека. Но для толпы это, что называется, все равно зайдет. Толпа всегда повинуется своим инстинктам, поэтому она лишена смысловой разборчивости, для нее важен информационный повод выразить свою животную сущность, и неважно, какой это будет повод. Для толпы таким действенным поводом, как правило, служит объявление внешнего врага. Это пример не столько классического в историческом контексте триггера, сколько триггера, активирующего самое древнее и примитивное, что есть в человеке. Это активация самых древних и примитивных инстинктов, которая работала как для древних людей, так же благополучно продолжает работать и для так называемых людей цивилизованных. Так называемый человек цивилизованный — это все тот же самый древний и примитивный человек, принципиально нисколько не изменившийся. Ему все так же нужны вожди, которые через средства массовой информации скажут ему, кто является для них врагом, а кто нет. Что есть хорошо и что плохо. И то, что компьютеры раньше были размером с дом, и пользоваться ими могли только программисты, а сейчас эти компьютеры стали во много раз мощнее и помещаются в руке. Представители все той же самой толпы вовсе не свидетельствуют о том, что среднестатистический представитель толпы хоть сколько-то принципиально изменился. Он не стал более цивилизованным, просто он стал пользоваться благами технологической части цивилизации, к развитию которой имеют отношение технологически образованные люди. И сам факт пользования представителей толпы продуктами технологического развития не приобщает среднестатистического человека к тому, что условно можно назвать цивилизацией, а это означает всего лишь рождение нового среднестатистического потребителя, в котором все так же сильны примитивные инстинкты и чье социальное поведение все так же обусловливается ими. Это не хорошо и не плохо, это есть свойство инертности большинства. Всего хорошего, до свидания.